Приветик, дорогие друзья! Вы на канале Na'Vi Junior Dota 2. С вами, как всегда, Яна. И сегодня у нас с Ридусом состоится огромнейший разговор на две основные темы. Это, понятное дело, Дота и сопутствующее увлечение Стаса — это аниме. Надеюсь, что вам понравится такой формат. Ставьте нам побольше лайков, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну, а мы начинаем. Привет, Стас. Насколько я помню, твое знакомство с киберспортом началось, как и у большинства из нас, именно с Counter-Strike. Ты уже тогда интересовался киберспортом или просто играл с друзьями по фану на аматорском уровне, просто потому что тебе нравилось? Да, просто с друзьями играл. Просто звали и играл, ну, ничего особенного, просто в удовольствие. Может быть, ты смотрел какие-то турниры, следил за про-командами уже в тот момент, пробовал квалинуться на какие-то местные лан-ивенты? Я так, смотрел игры, ставочками были интересны, вот, еще в 10 лет. Я вроде пытался какую-то команду собрать. У меня вот максимальный ранг был, это Беркут. Типа немного, да, но все равно пытался что-то сделать, но особо даже ничего не помню такого. Просто в удовольствие играл, по большому счету. И, если не ошибаюсь, первая, скажем так, неудачная игра в доту была на Найксе, и после небольшого перерыва ты камбэкнул. На каких героях и на каких ролях ты изначально играл? Ну, у меня не было роли, я просто играл. Но потом, получается, когда ты собираешь фулл пати из друзей, если ты самый новенький в доте, то тебя на раба садит, так сказать, на пятерку. Так и началась, так сказать, моя история суппорта. То есть просто из-за того, что я среди всего своего круга общения начал играть в доту, ну, позже всего, то, очевидно, меня посадили на самую, так сказать, бесполезную роль. И вот я и играл на пятерке. А есть у тебя такие герои, которых ты всегда пикаешь, когда устаешь от лустрика, скажем так, которые для тебя вот имба, которые ничем и никак не контрится? Ну, на клакерке я люблю поиграть под пиво, так сказать. Только на нем или на ком-то еще? Да, думаю, да. Ну, у меня особо такого не бывает. То, что вот после Лустрика я хочу сыграть на ком-то, так сказать, по фану. Я просто играю, ну, мне на всех нравится. А что насчет персонажей, которых ты ни при каких обстоятельствах никогда не пикаешь, и, в принципе, их можно удалить из доты вовсе, и никто этого не заметит? Ну, среди суппортов это все суммонеры. То есть Мгм. Чен, я с этим далеко от этого, у меня плохое мнение вообще о таких героях. Ну, просто не нравится. То есть никогда не нравилось. У вас Юра Чен любимый персонаж, в кавычках на двоих. Ну да, да, да. Смотри, ты у нас не только игрок команды, ты еще и капитан. Как ты раскрыл в себе вот эти лидерские качества? Или это произошло вот точно так же, как и с ролью вынужденно? Ты просто осознал, что в команде никто не может взять на себя такую ответственность, а у тебя есть все эти качества, и ты будешь хорош в этом. Это, так сказать, произошло по вынужденной ситуации, но и одновременно у меня было желание, то есть развивать в себе такие навыки. И в некоторых так сказать, среде такой у меня было больше опыта, чем у других игроков. То есть, допустим, в драфте героев я до этого, ну, иногда драфтил, а у меня игроки в команде, которые, в принципе, ну, некоторые даже в команде до этого не играли, а там до драфта героев еще, ну, понятно, долго еще, да, очень далеко. Поэтому, ну, как-то роли распределились сами собой. Вот так вот. Ну, в целом тебе нравится то, что ты являешься капитаном команды? Вот эти вот обязанности, какая-то, возможно, дополнительная ответственность за драфты, за какие-то определенные колы, хотя мы в прошлом интервью говорили о том, что ты скорее капитан команды, нежели колер во время матча, условно. Ну вот нравится ли тебе такая роль, или при возможности ты бы ее поменял? Ну, тяжело на самом деле. То есть, Мгм. очевидно, при первых неудачах ты винишь, ну, сам себя. Есть Мгм. такая фраза: «Не бывает плохих солдат, бывают плохие командиры». Вот, Есть короче, такое. я руководствуюсь не ей, и, ну, когда очень долго нет результата, то, очевидно, тебе тяжелее всего, думаю. Ну, и ответственности тоже. Слушай, а как вот часто ты попадаешь с или против тиммейтов в рейтинге? И какие вообще эмоции после игр с командой? Частенько, вот стараюсь я с Тарасом, с нашим керри, не Мгм. играть особо, потому что против меня этот человек финал Интернешнл играет, гений просто. А за меня там бывает и шмотки ломаются, и байбеки жмутся, поэтому, Ого. ну, да. Ну, я не особо люблю, на самом деле, кстати, снайпиться с тиммейтами, но иногда попадаюсь и, ну, просто играем. Это Вот и знаешь, все. как принципиальный соперник. Он такой, типа, что? Стас против меня, Да, все. да. Все. Ставки слишком высоки. Хотя это всего лишь там рейтинг, но ставки слишком высоки, и ты правильно сказал, как будто бы вы играете уже инт. А бывает такое, что вы, там, не знаю, обсуждаете матч, ну, и обсуждаете игру уже
после в Дискорде или TeamSpeak ты такой: боже, как ты, конечно, отыграл, господи, какой кошмар, Ну, мне с тобой стыдно играть в одной конечно, команде. конечно, ну всегда такое происходит. А обычно это позитивное, типа там: о, красавчик, слушай, ну просто лучший, или наоборот, типа: боже, какой кошмар. Ну, последнее время я попадаюсь против только. Так что, ну, обычно я захожу и говорю: чувак, зачем так потеешь? Расслабься, расслабь булки. Все не так серьезно, как тебе кажется. Да, за 30-ку играем. И он такой сидит, говорит: да я не сильно напрягался, весь мокрый просто. В этот момент у него вся жизнь перед глазами пронеслась. На прошлых интервью ты говорил о том, что ты начинал играть в пати с реальными друзьями из реальной жизни. В какой момент вы, скажем так, разделились? И общаетесь ли вы сейчас? Может быть, играете вместе? Следят ли они за твоими успехами? Как все обстоит? Ну, да как-то со временем просто люди взрослеют, там больше обязательств. Просто как-то произошло, мы перестали играть. Получается, люди вырастают. У меня все мои знакомые, ну, я с более взрослыми друзьями играл, они все учатся за границей. То есть вообще в разных уголках. То есть мой брат там в Азии, другие друзья тоже, там кто-то в Азии, кто-то в Европе. И я особо просто даже не общался с ними, и... Ну, они как-то просто повзрослели, а я все-таки младше их там на 5, на 4 года был. Поэтому как-то так произошло. А следят, думаю, да, следят. То есть подписаны на соцсети, думаю, читают иногда что-то. Мгм. Ты уже сложилась таким образом, что даже по фановому батлкапу не катнешь с ребятами и не покажешь всю свою мощь и силу, которую ты приобрел за все это время, пока они не играют. Окей, помнишь ты свой первый турнир именно по доте, который ты посмотрел? Мы в прошлом интервью обсуждали Инт, самый первый, который обычно и вовлекает зрителей, фанатов в эту киберспортивную индустрию. А вот самый первый турнир по доте, который тебя увлек, и ты за ним наблюдал прямо с интересом. Сколько тебе тогда было лет, и что это был за турик? Ну вот по КСу это очевидно мажоры были, там дримхаки, дримлиги. Ну, я честно не помню, потому что турниров всегда много было. То есть я особо так не запоминал. По доте, ну, все-таки вот я просто отчетливо помню, как я 7-й International смотрел, именно так залпом, так сказать, а другие турниры не особо вникал в них, потому что у меня уровень игры был супер низкий, и я играл просто в удовольствие, мне особо никогда не нравилось смотреть, как кто-то играет. Я всегда сам предпочитал нажать поиск. Просто почему спрашиваю, потому что интересно узнать, насколько ты вообще знаком с олдскульной сценой доты. Там шаришь ли ты за того же Дэнди, Фира, Бернинга и так далее? По легендам, вот так вот Мгм. сказать, по Ходят дотерским слухи, легендам. люди Ходят слухи, говорят, да, да. те самые. Говорят, что Когда-то был такой давно, Дэнди, да, да, были хвост на такие и Миране. Бёрнинг, фармил как бешеный. Ну, только легенды слышал. То есть я сам никогда не был знаком. Лично не смотрел за ними. Вот кого бы ты тогда в таком случае назвал бы игроками, которые действительно оставили наследие в киберспорте доты? Ну, Дэнди, очевидно. В СНГ Мгм. он все-таки больше всех, наверное, это был. В Китае тоже, наверное, кто-то есть, не знаю. Ну, да в каждом регионе есть свой, так сказать, кумир у всех, думаю. Ну, И все развивают, так сказать, по чуть-чуть. просто в КС с этим немного попроще. У нас есть топ-1 мира игрок, и ты такой, типа, ну, если не знаешь, кого говорить, говори Simple. Simple всегда попадает под все категории киберспорта. Вот есть ли какой-то такой для тебя Simple в мире доты? Ну, Пупей, наверное. Угу, Думаю, ну, все-таки 11 лет человек играет интернешнлы, и всегда у него, ну, хороший результат. угу. Стабильность, ну, это показатель, во-первых. Ну, самый важный показатель, на самом деле. В прошлом интервью мы обсуждали, что у команды есть цель, это выиграть 10 интов подряд. Очень крутая, благородная и очень сложная цель, и здорово, что вы ставите именно такие цели перед собой. Хотелось бы узнать, какая у тебя цель лично у тебя, как у проигрока в доте? Это выиграть инт или есть что-то больше? Моя личная цель, наверное... Ну, у меня всегда было желание играть именно на тир-1 доте, на тир-1 уровне, а потом уже шел International. То есть, ну, стремлюсь я пока что именно к тир-1 доте. Тир-1 сцене, а International уже, так сказать, пойдет после. Ну, мечта все-таки победить 2 инта есть. Не 10, но 2 есть такая мечта. В начале этого видео я сказала о том, что у нас будет не только Dota, он будет аниме, поэтому переходим к этому замечательнейшему жанру. В мире аниме есть такой легендарный крутой тайтл, как Мастер Меча, и по сюжету эта игра вышла как раз 6 ноября 2022 года, и от чего в интернете совсем недавно было огромное количество мемов по этому поводу. Как думаешь, игровая индустрия
сможет однажды стать такой же, как в этом аниме. Ну, как сказать, надеемся. Все дотеры мечтали об этом когда-то. Да, А вот в так сидят? виртуальный мир попасть. Да, да. Но не знаю. Все зависит от развития технологий. Думаю, рано или поздно дойдет до этого. Но вопрос во времени, да. То есть, пока я буду жив, не буду жив, не знаю, короче. Надеемся. Можно вставить такую бородатую фразу, что вряд ли мы это с тобой застанем, но наши дети или внуки Да, да. это обязательно увидят. А помнишь ты свое самое первое аниме и как ты вообще познакомился с этим удивительным миром? Мастера меча онлайн вот было мое первое, кстати, вот аниме, которое я посмотрел. У меня его мой лучший друг. Мы были в летнем лагере, он мне типа сказал, го посмотрим. И я, короче, за всю ночь посмотрел там два сезона или полтора сезона, не помню, сколько там было. Нет, самое первое, наверное, было Наруто. Его смотрел мой брат, а я смотрел рядом с ним, но мне было лет 5. Я вообще ничего не понимал, я просто смотрел, так сказать, за компанию. Но вот именно вот в одиночестве я так четко следил, просмотрел только вот «Мастера меча онлайн» было моим первым. Это вот магия аниме. Я помню, когда мне брат приехал и такой говорит, Яна, Атака Титанов, это просто имба. Я такая, ну аниме, рисовка, ну не знаю, ну так как-то я уже взрослая для этого всего. А он такой, просто посмотри. Первая серия, я же сразу же заснула на первой серии. Они уехали, просто 6 утра, и я такая, Атака Титанов, отпусти, пожалуйста, поспать. Я очень хочу спать, но еще больше я хочу узнать, что произойдет дальше. Настолько крутые сюжеты, и рисовка сумасшедшая. Уже не кажется странной, уже кажется классной. И вот неделя-две ты просто живешь от осознания того, что как же все будет происходить, где они там будут находиться, кто выживет, не выживет. И ты такая, наверное, нужно познакомиться с миром манги, потому что я не выживу, пока я жду следующий сезон. Поэтому, да, аниме в этом плане очень сильно увлекает. А какой твой любимый жанр в аниме? И в целом, какие самые любимые тайтлы? Я по настроению обычно подбираю, да, то есть бывает драму очень сильно хочется поплакать, иногда хочется экшен посмотреть, Мгм. иногда и романтику хочется, да, то есть по настроению больше. А из любимых Атака Титанов у меня, очевидно, то есть, Мгм. ну, это база, так сказать. Да, это база. Ну, мне нравится аниме из комедийных Коносова. Оно так на японском называется. Мне оно очень понравилось. Ну, очень смешное было. И запомнилось мне. Так, остальные, ну, не вспомню, вот честно. Помнишь ты какое-то такое аниме, которое ты посмотрел, и ты такой, это не стоило потраченного времени, это худшее, что я когда-либо видел. Это аниме «Внук мудреца» называется. Все, ребята, знаете, Это, что не смотрите. да, да. Ну, это было отвратительно. То Прям есть, так. ну, ладно, это было не отвратительно, просто я разочаровался немножко. Ну как немножко, немножко. Окей, не могу у тебя не спросить про классическое аниме, такое как «Тетрадь смерти», «Наруто», «Блич», «Ван Пис», «Код Гиасс». И понятное дело, что это не супер новые крутые тайтлы, но тем не менее до сих пор у них огромное количество фанатов. Как ты относишься вот к классике аниме? Да, отлично отношусь. То есть Код Гиасс в один период было, кстати, моим одним из самых любимых аниме. Мне оно очень нравилось. Ну, Наруто тоже легендарное аниме. Остальные я не смотрел ни One Piece, ни Блич, потому что просто, ну, тяжело многосерийники мне вытянуть. Не фанат такого, короче. То есть Наруто Но, ок, а Блич такой, нет, это много серий, короче. А ну Наруто как 7 есть, да. миллионов серий на протяжении 30 лет, ну, условно. Это такой, вот это я посмотрю. Да, на самом деле, просто в старые такие времена очень было мало хороших тайтлов, да, то Мгм. есть н- такие тайтлы, они просто выделялись на фоне других. По факту, Наруто достаточно средний, ну, сериал, то есть, так сказать, у него бывают моменты, где он очень хороший, а бывают моменты, где он очень плохой. И, Мгм. ну, и в итоге средняя оценка, то есть средняя, да. Но раньше это было очень хорошим аниме, ну, одним из лучших. Просто конкурентов особо не было. Сейчас, очевидно, ну, для меня лично Атака Титанов, ну, намного лучше Наруто. Наруто. Хорошо. Смотришь ли ты полнометражное аниме по типу там «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Макото Синкая»? Ну да, конечно. Что, Люблю все, так сказать. что предпочитаешь больше? Многосерийники или вот типа вечерочек с полнометражным аниме? Многосерийники. Просто полнометражных аниме, их, опять же, очень мало, и они редко выходят. Ну, и качественных тоже очень мало. Поэтому
Все-таки чаще всего смотришь сериалы именно. Но фильмы одни из лучших, наверное, все-таки среди, так сказать, если сравнить сериалы и фильмы, то фильмы намного лучше и качественней. У Саши Симпла на аватарке и в Твиттере, и в Стиме стоит Леви. Все мы прекрасно помним и знаем этого чудесного персонажа из «Атаки Титанов». Кого бы ты выделил из известных персонажей из этого мира так, чтобы поставить к себе на аватарку в соцсетях? Но мне вот очень нравится этот персонаж Зик, получается, который Мгм. брат Эрона, да. Мгм. Спойлеры, но кто не смотрел, сожалеет, правильно? Простите, пожалуйста. Да, брат Эрона, у него очень интересная вот сюжетная арка. Мгм. И, наверное, это, в принципе, мой один из самых любимых персонажей именно в аниме. Хорошо. Самый топовый опенинг за все время. Ой, опенинги, у меня проблемы с ними. Я просто хотела тебе как раз предложить видео, где ты угадываешь название аниме по опенингам, и спросить у тебя, вывезешь ли ты такую движуху? Ну, это легче, потому что у тебя как-то в голове, ну, песня же откладывается, да, и вспомнишь. А так, когда ты посмотрел больше 200 аниме, у тебя в голове просто все уже перекручено. Но Наруто, Блюберт, наверное, Шипуден. Это второй вроде опенинг, я не помню. Это классика, так сказать. Ну, есть куча других крутых. Я просто не вспомню, реально. А если мы с тобой сделаем видео, где ты угадываешь название по опенингам, вывезешь? Возможно, да, да. Но надо смотреть. Скорее всего, вывезу. Ребята, все в ваших руках, пишите побольше комментариев, что мы сняли такое видео, и мы обязательно это вам организуем. Понятное дело, что вот «Атака Титанов» еще не все серии вышли этого аниме, и очень многие прибегают к тому, чтобы узнать концовку аниме путем прочтения манги. Кто не хочет ждать и не сможет дождаться. Ограничиваешься ли ты только просмотром аниме, или все-таки иногда почитываешь мангу, или, может быть, ты с манги начинал? Ну, это зависит. Вот есть аниме, которые ты просто не хочешь смотреть, ну, точнее, не хочешь мангу читать. Потому Мгм. что в аниме это все эпичнее, ну, и не хочешь первое впечатление портить. Поэтому Мгм. «Атаку Титанов» я никогда не читал мангу, хотя очень-очень хотелось, но приходилось сдерживаться. Мгм. А так, ну, в других тайтлах, да, которые менее захватывающие, то да, читаю мангу. Иногда даже, получается, есть книги, да, ну, ранобэ называется. Иногда М. даже их читаю, то есть, А как вот, получается. а вот навскидку самую крутую мангу, которую ты прочитал. Называется «Я распродал свою жизнь за 10 тысяч йен». Оно очень грустное было. Там про романтика-драма. Я там плакал в конце. Очень, очень грустно. Я на самом деле художественную литературу особо не читаю. То есть мне больше, так сказать, научно-развивающая, да, мне больше нравится. Но я думаю, бывало, да. Мгм. Вот ты сказал, что ты читаешь, меньше читаешь художественной, нежели научно-развивающей. К примеру, что это может быть? Ну, про психологию читаю. Иногда просто про навыки, да. В целом про осознание жизни, так сказать. Потому что тяжелые периоды бывают, и надо мудрость черпать, так сказать. Совет из книг. Вот, очень прикольно. Может, ты можешь посоветовать какую-то книгу нашим зрителям? Так, ну, последнее я читал, это серфинг ума, что такое было, я не помню. Мне мой друг посоветовал. Ну, интересно почитать, то есть подумать, как абсолютно по-другому можно смотреть на мир и контролировать свои мысли. В общем-то, советую читать, да. Но я не дочитал еще. Один из самых свежих нашумевших тайтлов — это «Человек-бензопила». Смотрел ли ты уже первые серии этого аниме? И что скажешь про рисовку, юмор, сюжет? Да, смотрел, конечно. Ну, рисовка божественная. Такого давно не было. То есть графон очень... Заценил я, короче. Вообще, Человека-бензопилу я вот читал в манге. До того, как он вышел, и вообще до, так сказать, хайпа. Читал его, что-то понял, что-то нет. Так сказать, те, кто будет смотреть, поймут меня. Там в середине что-то непонятное пойдет. Но хорошее аниме, думаю, будет, да. Заслуженно оно такое популярное. А что вообще из последнего посмотрел, и что ты можешь посоветовать нашим зрителям? «Семья шпиона». Посмотрел последнее аниме. Blue Lock еще хорошее аниме, но оно такое смешное. То есть его... Если раньше «Токийский гуль» был, то сейчас это Blue Lock получается. То есть все Dead Inside ставят себе футболистов на аватарку, и мы всех сидим, кекаем с них, троллим. Ну, хорошее аниме. Ну, остальные не вспомню. У меня проблемы с памятью, не знаю, не запоминаю я название. И вообще, что смотрел. Надо лист иметь перед собой, думаю. Напоследок не могу у тебя не спросить, кто твой вайфу? Моя вайфу?
Вайфу, так, все перезаписываем. Ну и напоследок не могу у тебя не спросить, кто твоя вайфу. Моя вайфу — это Эмилия из РЗР. В конце уже по традиции ты можешь сказать пару слов фанатам, болельщикам и всем тем, кто прямо сейчас смотрит это интервью. Фанатам, ребят, болейте, ждите, скоро будут турниры, скоро будем показывать уровень игры. Сами хотим, сами заждались. Будем стараться. Тебе огромное спасибо за это интервью, что ответил на все мои вопросы. Я уже жду, не дождусь, когда увижу всю вашу мощь на первом нашем турнире. Друзья, вам огромное спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте на побольше лайков, пишите в комментариях, хотели бы вы увидеть на этом канале видео, как наши джуниоры проходят тест на свою идеальную вайфу. С вами был канал Na'Vi Junior Dota 2 Ridus. До скорых встреч. Пока-пока.